Харе Кришна. Меня зовут Абхиманью Дас. Я являюсь официальным попечителем Бхактивиданта Бук Траста, созданного в 1972 году его божественной милостью Бхактивидантой Свами Прабхупадой в Лос-Анджелесе. Итак, наше прошлое видео было посвящено различным видам мошенничества, которые процветают вокруг Бхактивиданта Бук Траста. И сегодня мне хотелось бы рассказать о двух организациях, которые особо отличились в этом вопросе. Первая организация – это так называемый ложный попечитель или Бхактивиданта Бук Траст International. И вторая организация – это ложный бенефициар или выгодополучатель, который называется ISKCON GBC Западная Бенгалия. Я говорил в прошлом видео о том, что началось все с создания так называемого конфликта интересов. И о том, что Рамешвара Прабху, который исполнял обязанности секретаря траста, нарушил законы штата Калифорния и объединил воедино обязанности бенефициара и обязанности попечителя, которые юридически разделены законом. То есть права и обязанности бенефициара и права и обязанности попечителя и интересы их, они разделены, потому что интерес, права и обязанности попечителя состоит в том, чтобы выполнить вот это условие трастового договора, которые были заключены учредителем траста или Шрилой Прабхупадой в отношении авторских прав и в отношении финансовых средств, которые поступают от распространения его книг. И интересы бенефициара, нормального бенефициара, состоит в том, чтобы пользоваться этими благами. Если бенефициар недобросовестный, естественно, он хочет растащить и разбазарить все вот эти финансовые средства и использовать авторские права по своему собственному умыслу или по своей собственной прихоти. Поэтому вот с самого начала была создана ситуация или конфликтная ситуация, или недопустимая ситуация, которая привела к дальнейшим серьезным последствиям. То есть Рамешвара Прабху, я еще раз повторю, он объединил вместе обязанности бенефициара и обязанности попечителя незаконно. Это называется нарушение должностной инструкции, которое последовало к дальнейшему грубому нарушению, то есть к захвату Бхактивиданта Бук Траста или взятию под контроль недобросовестными людьми, которые якобы представляют Международное общество сознания Кришны. Самым главным нарушением, с чего все началось, или конфликтом интересов, является то, что финансовые средства, поступавшие от распространения книг Шрилы Прабхупады, проводились через счет бенефициара. То есть финансовые средства, принадлежащие трасту, проводились через счет бенефициара или храм ISKCON в Лос-Анджелесе. И Рамешвара Прабху, не имея на то права, распоряжался этими средствами самостоятельно, самовольно, не давая никому отчет. Дальнейшее нарушение, следующее нарушение, это было назначение так называемых попечителей с грубым нарушением всех процедур. То есть человек, который не имеет права кого-то назначать, является нанятым работником, не несет никакой ни юридической, ни должностной ответственности, просто самовольно назначает кого-то. Или даже люди совершенно в наглую занимались тем, что просто назначали сами себя попечителями, даже не зная и не понимая, каковы обязанности попечителя. Итак, первая организация – это Бхактивиданта Бук Траст International, корпорация, зарегистрированная в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1988 году. То
есть регистрация произошла где-то сентябрь-октябрь. Единственным учредителем этой организации был Шри Рама Прабху. Все, наверное, старые преданные бхакты, которые были в движении в начале 90-х годов, должны помнить этого персонажа, который приезжал в Москву, и даже его пытались сделать президентом Московского храма, что привело к серьезнейшему конфликту. И впоследствии Шри Рама Прабху получил какие-то травмы, был избит на улице какими-то непонятными личностями, вскоре уехал обратно, это был 92-й год, и снял с себя обязанности этого секретаря, так называемого лже-ББТ. И дальше эта деятельность, незаконная деятельность происходила под разными предлогами. То есть они пытались создать такое устойчивое мнение, что Бхактивиданта Бук Траст – это некое издательство, то есть это юридическое лицо, то есть это не траст, а это некое издательство, которое Прабхупада создал, и этому издательству передал авторские права. Но если мы начинаем изучать законы и проверять, и смотреть, что происходит и как происходит, то тогда мы видим, что фактически этот Бхактивиданта Бук Траст является трастом, то есть без образования юридического лица, просто соглашение, завещание, форма завещания, как я говорил. А Bhaktivedanta Book Trust International является корпорацией, некоммерческой корпорацией и даже, по-моему, религиозной корпорацией, согласно этому свидетельству о регистрации, которое можно увидеть в офисе секретаря штата Калифорния в Сакраменто. И также этот документ и все отчеты о деятельности этой организации Bhaktivedanta Book Trust International можно увидеть на официальном сайте офиса штата секретаря Калифорнии. И это устойчивое мнение, оно до сих пор крепко засело в головах многих бхакт, можно так сказать, что большинства бхакт. И поэтому они представляют, что Прабхупада оставил издательство и что передал свои права издательству. Но на самом деле это не так. И никак документально это не подтверждается. И зная хорошо и замечательно, что они совершили тяжелейшие преступления против законов и тяжелейшие преступления против Шрилы Прабхупады, они продолжают пытаться всячески это скрыть уже по прошествии многих десятков лет. Очень интересно, как эта группа людей на протяжении десятков лет занимались этой незаконной деятельностью. Деятельность, которая посвящена разворовыванию и растаскиванию и уничтожению наследия Шрилы Прабхупады. И можно сделать вывод, что деятельность эта является умышленной, потому что эти люди до сих пор находятся у руля, мнят себя какими-то попечителями, какими-то директорами какой-то организации, которая от начала и до конца делает незаконную деятельность и таким образом грубо нарушает все немыслимые и мыслимые правила и законы. Поэтому деятельность такая, она должна пресекаться, как я уже говорил. И в первую очередь люди должны знать, что эта организация не имеет абсолютно ничего общего с настоящим Bhaktivedanta Book Trust. Абсолютно ничего общего. И поэтому вся продукция, которую они выпускают, включая ими написанные книги, является ворованной. То есть люди, которые занимаются так называемой санкиртаной, распространяют книги этих воров, они на самом деле тоже несут ответственность за это. Так же, как если, например, кто-то украл, а кто-то потом продает украденный автомобиль, то, естественно, этого человека также накажут, как сообщника. Но в данном случае мы наблюдаем, что столько у нас распространялось книг, столько у нас героев санкиртаны, как их называли махарадхи в 90-х годах. Где теперь все эти люди? Где они теперь? Чем они занимаются? Потому что пришли реакции, тяжелейшие реакции. Точно так же, как и приходят и будут приходить реакции тем, кто пытаются изменить что-то. Я сейчас еще раз напомню этим людям, потому что они упорно
делают вид, что они не слышат, когда им говорят, что очень важно сохранять тексты священных писаний в том виде, в котором они до вас дошли. То есть это не ваша забота и не ваше дело вносить туда какие-то свои собственные спекуляции, домыслы, свое собственное представление. Тем более, что если вы за это не несете никакой ответственности и не являетесь ответственными лицами, которые отвечают за это. Потому что Шрила Прабхупада четко написал в Бхагавад-гите, что менее ответственный человек должен контролироваться более ответственным человеком. Или менее развитый разум, другими словами, должен контролироваться более развитым разумом. Или менее развитое сознание должно контролироваться более развитым сознанием, то есть сознанием более высокого уровня. Поэтому на основании законов Калифорнии предполагается, что попечитель траста является более ответственным лицом, чем бенефициар, потому что он подписывает документ, который гарантирует на будущее учредителю траста, что он будет выполнять добросовестно обязанности, что он принимает этот траст на себя. Но вор об этом не думает. Он думает, как бы побольше наворовать, набрать себе денег, создать себе славу, что он причастен, что он делает что-то. Он не понимает, что вот эти инструкции переделанные, которые написаны в книгах Прабхупады, они перестают работать, они перестают действовать. Или если человек это понимает, значит, он делает это умышленно, вводит людей в заблуждение, то таким образом, опять-таки, совершает тяжелейший грех. То есть уводит людей от Бога, во имя Бога якобы. И тогда, естественно, такой человек, несомненно, получит тяжелейшее наказание за это. И поэтому я хочу сказать вот этим так называемым руководителям, которые в последние несколько месяцев стали проявлять невиданную активность и показывать якобы свою заботу и беспокойство об авторских правах, о судьбе BBT, о том, что BBT надо попытаться сохранить. Какое BBT? Какое BBT? Уважаемые, вы BBT уже разворовали, разломали, разрушили. Это я лично говорю. Послание это мое лично так называемому ученику Прабхупады Гопала Бхатта Прабху или Грег Штейн, гражданин Грег Штейн. Пусть он объяснит всем, вместо того, чтобы лгать беззастенчиво и наводить тень на плетень, пусть он объяснит всем, каким образом он получил вот это все в свою собственность. Я вам скажу, что у него нет ничего за душой. Поэтому человек может кичиться, может показывать свою какую-то важность и так далее, но мы знаем прекрасно, что если этот процесс контролируется самим Господом Богом, то так или иначе, все это придет к печальному финалу для него самого. И пока что ему дается шанс не выкручиваться, не придумывать всякие сказки и басни, пытаясь скрыть, что происходило десятки лет назад, а просто снять с себя все погоны, регалии, пожертвовать все свои деньги действительно на благие цели, продать свою виллу, продать все свои дорогие автомобили и после этого идти и молиться, просить прощения у Господа и у Шрилы Прабхупады за то, что он натворил. Также я хочу сказать, что некоторые люди, я думаю, что таких, наверное, сейчас большинство, они думают, они считают, что я поговорю, и на этом все закончится, и никаким действием это не приведет. Нет, уважаемые, вы все ошибаетесь. Почему? Потому что если человек понимает что-то, что происходит нечто, то обязательно за этим начинают последовать правильные действия. Кришна говорит в Бхагавад-гите, чтобы правильно действовать, сначала ты должен понять, что нужно делать. И в ясном сознании, с ясным умом и разумом ты должен действовать тогда, предпринимать какие-то действия. А если человек находится в тумане, то, естественно, он занимается деятельностью, направленной на чувственное удовлетворение. То такая деятельность не приведет ни к чему, кроме проблем. Это организация Бхактивиданта Book Trust International, или так называемый попечитель Бхактивиданта Book Trust. Поэтому деятельность этой организации сейчас тщательно изучается не только мной, но и другими лицами, и заинтересованными, и компетентными, и прочее, которые эти действия должны будут привести к соответствующему результату. А я вам скажу так, что согласно моим обязанностям, а также и обязанностям других попечителей траста,
сейчас проводится работа, чтобы привести все в нормальное состояние, как положено. Потому что другого варианта, другой альтернативы просто не существует. Как бы эти люди не сопротивлялись, как бы они не лгали, это те люди, которые продолжают исполнять роль страусов, которые зарыли свою голову в песок и делать вид, что ничего не происходит, что просто там появился какой-то беспокоящий элемент. И просто он там покричит, пошумит, и на этом все закончится. Нет. Значит, все книги будут, как положено, приведены в нормальное состояние, как их оставил нам Шрила Прабхупада, как положено. Они будут распространяться, BBT, настоящий траст, будет восстановлен, и деятельность вот этих вот людей будет остановлена всеми методами, доступными и недоступными. И это является не какой-то расправой, а это является исполнением долга, который возложен на настоящих попечителей, а не на мошенников, которые хотят все разворовать и растащить, и ввести людей в заблуждение в каких-то личных корыстных интересах. Следующая организация – это ИСККОН GBC Западная Бенгалия. Не так давно мне пришел документ, датированный 1979 годом, в котором сказано, что создается так называемая централизованная структура GBC. Это фактически первый документ, такой незаконный документ, который полностью противоречит инструкции по управлению 1970 года о том, что такое GBC, как она должна функционировать, как должны туда члены GBC избираться. В 1979 году была предпринята первая попытка создания, узаконить, то есть первая попытка узаконить эту незаконную организацию GBC Западная Бенгалия. То есть это была первая попытка узаконить незаконную структуру GBC, централизованную структуру, которой должны подчиняться все. То есть Прабхупада неоднократно говорил о том, что ни в коем случае не должно быть никакой централизации. Это видно, что кто-то руководил этим, очень тщательно продумывая каждый шаг. То есть это не просто собралась какая-то толпа злоумышленников, кто-то одну ногу подгрыз, другой другую ногу подгрыз. Тут наблюдается какой-то очень четкий план. И поэтому нужно очень внимательно наблюдать, что будет происходить дальше, потому что вот эта вот организация GBC Западная Бенгалия, то есть она фактически подменила собой настоящий ИСККОН Шрилы Прабхупады, зарегистрированный в 1966 году. Сейчас вот эти деятели, то есть они все вместе заодно, вот это ложное BBT и ложный ИСККОН, что они делают? Они просто-напросто выступают с разными заявлениями. То есть у них есть официальный канал на YouTube, который можно смотреть, наблюдать и смотреть, как они лгут красиво. Вот, что они очень обеспокоены, что они очень озабочены. Вот так сколько лет уже можно быть обеспокоенным и озабоченным? Понимаете, человек, у которого есть разум, если он видит проблему, он сразу же решает эту проблему. Ему не надо 40 лет, чтобы решить какую-то проблему, и тем более еще ее усугубить, сделать так, чтобы все развалилось. И поэтому с самого начала вот эти вот деятели, которые пытались захватить власть над ИСККОНом и таким образом создать вот эту незаконно существующую систему назначения гуру, а также внесения всяких вот это раздоров, расколов и прочее, централизация, незаконный сбор средств со всех храмов в виде оброка или налога такого незаконного, что все должны собирать деньги для существования какого-то централизованного паразита. То есть эта деятельность является на 100% незаконной вся. У нас в России как-то в этом плане все происходит с запозданием на 20-30 лет, но также начало происходить. Я специально не буду говорить о том, что происходит в России, не буду упоминать никаких лиц, потому что эти люди сами прекрасно знают. Мне только хочется сказать всем их верным, так называемым последователям, что подумайте хорошенько, за кем вы идете, кому вы отдаете деньги, кого вы почитаете. То есть достойны ли эти люди действительно на самом деле. То есть я не хочу никого переубеждать. Пора просто остановиться, просто говорить, что впереди пропасть, обрыв. Они надеются, что они просто вот разогнались все, за ними толпа бежит, и что они в последний момент отойдут в сторону, и вот эта вся толпа будет бежать дальше, а они уцелеют. Ничего подобного, такого не случится. Потому что, как пишет Шрила Прабхупада в 1 главе Бхагавад-гите, тот, кто создает адские условия другим,
он в первую очередь создает адские условия себе. Поэтому подумайте хорошенько, по каким признакам можно определить, что эта организация делает что-то не то. Во-первых, нету никакого результата, духовного результата. То, о чем написано в книгах Шрилы Прабхупады, оно не дает никакого эффекта. Я имею в виду, вот эти люди, естественно, начинают сомневаться. А почему не дает эффекта? Потому что книги переделаны, потому что все настроено на то, чтобы не дать человеку понять смысл. А Шрила Прабхупада пишет в 4 главе, что если человек совершает жертвоприношение или поклоняется кому-то или чему-то и не понимает четкого смысла, для чего он это делает, то такая деятельность не приносит никакого результата. И даже хуже, если человек что-то делает и, может быть, что-то понимает из этого, но не верит в это, не верит в это. А как можно в это поверить, если результата никакого это не приносит, никаких плодов духовных это не приносит? То, естественно, поверить нельзя. А раз поверить нельзя в это, то, что не приносит духовных плодов, то тогда, естественно, человек такой не может иметь твердого положения, духовного, закрепившегося положения на трансцендентальном уровне, на духовном уровне, который превосходит гуны материальной природы. И поэтому такой человек обязательно слетит, он обязательно упадет, пишет Шрила Прабхупада. И поэтому, как можно отличить таких людей? Потому что вся их деятельность продиктована невежеством или гуной невежества. Деятельность святых людей продиктована Святым Духом. Или, по крайней мере, они работают на уровне чистой благости. То есть это гуна материальной природы, благостная гуна, которая тебя поднимает. Так вот, действие гуны невежества всегда направлено вниз, на подавление, а гуна благости, действие всегда направлено вверх, на возвышение, на вознесение кого-то или чего-то, вверх, к Богу, ближе. А гуна невежества, еще раз повторю, на то, чтобы кого-то придавить, унизить, и за счет этого подняться самому выше. Такие люди не понимают, что если они на кого-то наступают на голову, и тот начинает погружаться куда-то вниз, то он вместе с ним точно так же погружается. Это как в болоте. Ты можешь бросить что-то, но если что-то погружается, продолжает погружаться в это болото, то ты тоже погружаешься в это болото. И в этом есть смысл этих слов, что люди также создают себе адские условия. Чем занимается вот эта вот незаконная организация, так называемый ИСККОН, GBC, Западная Бенгалия? Доказательств тому, что это незаконная организация, миллион, начиная с того, что отсутствует отчетность по организации 1966 года, которую зарегистрировал Прабхупада. И также, если мы начинаем смотреть разные архивы Министерств юстиции разных стран и прочее, то есть везде мы видим, что везде были изменены уставы. Для чего? Вопрос. Для чего? Ну, к примеру, еще в 1974 году при жизни Прабхупады были такие деятели, которые просто решили поменять устав. Тихоря за спиной Шрилы Прабхупады поменять устав. Они знали, видимо, что что-то будет происходить. То есть Прабхупаду надо устранить, убрать в сторону, потому что он мешает их амбициям. Мешает их амбициям. И надо сделать нечто, что позволит им безнаказанно воровать. Ну, к примеру, была изменена 4-я статья Устава. Изначально она звучала так, что организация ИСККОН при ее распуске должна передать все вот это вот имущество и финансы после того, как произведена оплата всех долгов, издержек, должна передать другой общине ИСККОН, то есть за пределы ИСККОН. Имущество не должно выводиться. Все имущество принадлежит ИСККОН, принадлежит Шриле Прабхупаде в таком случае. Ну, естественно, оно принадлежит самому Господу Богу, потому что это его сфера влияния, да и вообще все принадлежит Богу в конечном итоге. И когда меняется эта статья и пишется, что можно создавать организации за пределами ИСККОН и передавать или продавать имущество им. Что и было сделано на самом деле. Точно так же продали этот храм в Нью-Йорке, на Манхэттене. Точно так же пытаются здесь в России сейчас наводить тень на плетень, создают какие-то сторонние организации, которые с ИСККОНом никакой связи не имеют, никакого отношения к ИСККОНу и Шриле Прабхупаде не имеют. Какие-то левые организации, разные фонды и прочее, и пытаются передать это имущество, которое люди жертвуют, люди дают деньги
на какие-то конкретные цели, на развитие общества, эти люди эти деньги уводят куда-то и говорят якобы всякую чушь, что могут быть проблемы, что нас прессует ФСБ, нас прессует МВД, что в любой момент могут прийти у нас отобрать этот храм и так далее. Это все полная чушь, я вам гарантирую, это полная чушь иезуитов, которые прокрались и пытаются вводить людей в заблуждение. Не надо это слушать. Делайте все по закону, как положено, и никто не будет вас трогать. Потому что наоборот, деятельность незаконная, она привлекает к себе всегда внимание правоохранительных органов. И поэтому, если вы делаете все по закону, как правило, и как Прабхупада хотел на самом деле, чтобы все происходило по закону, чтобы не создавать прецедента для того, чтобы организация вдруг была закрыта, потому что это в интересах разных негодяев, в том числе негодяев от религии, чтобы истинное знание затоптать в грязь, чтобы не было никаких возможностей раскопать, что было до них донесено, что было до них приведено здесь. И поэтому эти люди пытаются всячески все это исказить, переврать и сказать, что якобы власти против. Власти против. Вы знаете, у властей и у самих хватает других проблем, много своих проблем. Зачем им надо следить? И чтобы кому-то прийти, у кого-то что-то отобрать и так далее. То есть не надо таких людей слушать, затыкайте им рот и уходите подальше, которые вам говорят, что власти. И поэтому мы создали какой-то фонд, и поэтому надо все имущество передать на вот этот фонд. И я вам сказал, что вот это все началось с того, что вот эта незаконная деятельность, с того, что в 1974 году какая-то группа негодяев попыталась поменять устав, изначальный устав ИСККОН. Вот как-то все происходит. И также, что происходит в самом ИСККОНе, вот это, в ненастоящем ИСККОНе, происходит то, что поддерживается вот это вот состояние эйфории. Что такое эйфория? Это когда человек находится в таком приподнятом эмоциональном состоянии, и при этом он не понимает реальной обстановки, то есть этот человек оторван от реальной жизни. Но это не просто эмоциональное состояние, это также, вот эта эйфория приводит к приостановке деятельности, физической деятельности, умственной деятельности и разума. То есть такой человек просто перестает думать, он думает, что все, он добился счастья, он стал счастливым, что все хорошо, все замечательно, поэтому дальше никуда стремиться не надо. Поэтому разум его перестает работать, физическое тело его перестает работать, и фактически человек тогда погружается в грех вот от этого состояния эйфории. Что происходит дальше? То есть, когда разного рода негодяи воспользовались такими людьми, то есть люди просто свою вот эту вот энергию позитивную, так называемую позитивную энергию, разбрасывают направо и налево, отдают ее вот этим негодяям. Эти негодяи пользуются этими людьми, и когда они остаются без каких-то ресурсов, их просто выпихивают. Я, знаете, давно уже обратил внимание, что у нас как-то вот куда-то стали пропадать старые бхакты, которые пришли где-то в 80-е годы, в 90-е годы. Я даже не беру вопрос о том, что кто-то там занимается специальной травлей, специальным выпихиванием, или наоборот, те люди, которые благонадежно их там куда-то там приобщают к какой-то пенсии, выплачивают какие-то пенсии. Почему тогда всем пенсии не выплачиваются тогда каким-то избранным лицам, которые создают определенную атмосферу, какую-то пропаганду, то есть помогает, опять-таки, новичков вводить в эйфорию, рассказывать какие-то истории прошлые и так далее, там, о том, что эти люди когда-то там что-то сделали. То есть это все называется эйфорией. И потом после этой эйфории наступает тяжелейшее похмелье. То есть человек, во-первых, он оказывается вырванным из этой среды, нормальной среды обитания, даже такой социальной, обычной среды. И он никуда не попал, им попользовались как хотели, вытащили из него все ресурсы и потом его пнули. И такой человек на самом деле оказывается очень и очень разбитым. То есть фактически вот после всего такого, то есть когда человек с открытой душой пришел к Богу, а ему просто туда в душу наплевали, вот разного рода негодяи, то получается так, что эти люди, они тоже должны быть остановлены от такой деятельности. То есть вот краткий итог того, чем занимается сейчас ИСККОН, так называемый ИСККОН, незаконный ИСККОН, или организация, которая называется GBC, Западная Бенгалия. Еще, кстати, интересно отметить, что везде, если сейчас вот всплывают вот эти документы касательно BBT ненастоящего, касательно
незаконных действий искона, или вообще вот существования вот этого незаконного искона, который прикрывается именем Шрилы Прабхупады, которые украли это имя и зарегистрировали как логотип, как товарный знак. То есть теперь, чтобы зарегистрировать организацию, нужно прийти и заплатить кому-то деньги, какому-то негодяю, который сидит там на раздаче. Это так же, как вот я рассказывал, в BBT тоже существует группа, которая берет деньги и просто дает какие-то разрешения на печатание книг или разрешает печатать книги, которые вообще не положено печатать. То есть они считают, что они сами распоряжаются имуществом Шрилы Прабхупады, которое Прабхупада оставил своим доверительным управляющим, а не им. Какие выводы? Я еще раз повторю, необходимо подумать, хорошенько подумать о том, что стоит ли связываться с такими людьми, являются ли они лидерами, такие люди, какое положение они занимают, если они себя так ведут. То есть это, если вы видите, что кто-то изображает из себя хорошего человека, и при этом вы его где-то случайно встречаете, что он занимается проституцией или ходит по карманам, деньги ворует, то, естественно, уважение к такому человеку, оно сразу же теряется. И вот в данном случае такие действия, которые совершаются вот этой группой лиц, они расцениваются как воровство, или даже хуже того, это тяжелейшее оскорбление. Здесь просто негде ногу поставить, сплошной криминал от начала и до конца. И поэтому таким деятелям, так называемым, естественно, нужно давать очень суровый отпор, чтобы они совсем не обнаглели. И это для них будет большим благом, потому что тогда они почувствуют, что при порядке, когда существует порядок, жить гораздо лучше, даже для них самих. Поэтому еще раз хочу сказать, что надо внимательно посмотреть на деятельность двух этих организаций, независимо от того, что они сейчас там говорят, как они пытаются сейчас пыль в глаза пустить, то есть просто спокойно и трезво сесть, посмотреть, подумать. Тем ли вы людям помогаете, тем вы ли людям отдаете деньги или не тем. Потому что Прабхупада говорит, что уважать людей, духовных лидеров, нужно только за то, что эти люди действительно имеют знание о Боге, и что они помогают другим людям получить это знание о Боге, и что они дают им самостоятельную возможность взаимодействовать с Богом. Поэтому уважение заслужит только тот человек, который действительно что-то отдает другим, помогает другим, искренне помогает, не имея никаких корыстных мотивов и каких-то расчетов, оценок, выгодно, невыгодно, нравится, не нравится, великий я или наоборот. То есть любая оценка – это признак материального сознания. То есть то, что ум зашел за разум. И поэтому он начинает думать о чем-то. Думать. Потому что чувства оказывают на него давление. Что мы хотим вот так, мы хотим вот так, мы хотим вот это. Нам нужно чувствам, чтобы было приятно, чтобы нам это нравилось. Вот такие темы я хотел рассказать вам сегодня. На этом мы сегодня заканчиваем. Большое спасибо. Харе Кришна. Shakara